После того, как я замешал тесто, у меня на столе остались ошметки теста, капли жидкости. Я это не выкидываю. Просто сверху закатаю сейчас стрейч пленкой. И, в принципе, дальше продолжу катать. Бойлы. Конечно, не избежать мусора на полу, но, по крайней мере, стол я сниму, он будет чистый. Итак, друзья, для катки бойлов что мне нужно? Я купил такую доску. Сейчас буду делать пылики, поэтому я их буду делать 24-ми. Лучше они пусть будут большие и долго растворяются. В принципе, доску я не ложу просто на стол, а доску я прикрепил такой ДВПшный, ДСПшный, чтобы она держалась очень хорошо. Потому что никакие вещи, как вот говорят, сделайте там присоски какие-то шли в комплекте, все остальное, оно не держит совершенно на столе. И купил вот такие струбцины к столу с струбцинами за доску креплю. Все. Для того, чтобы доска, если она очень сильно сухая, можно немного ее маслом, любым, самым дешевым, смазать, но очень-очень мало, чтобы сильно не было много масла, потому что будет проскальзывать тогда колбаска. Также для укатки бойлов у меня электромясорубка. Да, электромясорубка, чтобы она выдавливала тесто. Я сюда тесто подаю, она выдавливается. Для того, чтобы все это механизм, как говорится, работал, здесь я взял вот такую решетку, вырезал из ней прорезы и сделал вот такого типа. Для чего это? Для того, чтобы вал центровать. Вот у меня как раз прорезанная вот эта решетка, чтобы тесто сквозь сильно быстро вот так выходило, что не задерживалось. Мне не нужны маленькие вот эти дырочки. Вот сквозь него тесто проходит, попадает сразу в такой нос и выходит того диаметра, который мне нужно. Естественно, я тоже сейчас его смажу здесь, чтобы оно вылетало. Но все равно, когда начнете работать, это тесто, масло это выдавит быстро и все остальное. Здесь также ролики у меня сделаны. Обычная тоже доска. Здесь болты где-то на 8 сантиметров. И на этих болтах сверху обычная полипропиленовая труба, которая порезана 20-ка. Вот по ней спускаются вниз по валу, как раз выходит здесь носик и вниз спускается колбаска. Определенный размер, вот я примерно знаю, что она вот такая размер, что вот для этой доски. Я ее, в принципе, отрезаю ножом. Сразу складываю сюда бойлы, пылики. Ну и, в принципе, сушу их тоже, там небольшая кладовая. Сушу также, беру, переношу, ставлю, сушу пылики. Это, в принципе, у меня после ремонта остался брус 40 на 50 и обычную вот сетку. Ну, лучше, конечно, металлическую брать. У меня не было металлической, обычно купил дешевую. И, в принципе, здесь прикрепил. Второй год служит, вопросов нет. Выложили. Когда она сохнет, так поболтали, чтобы она подвигались, эти бойлы. И дальше они сохнут. У меня, в принципе, как раз где-то сюда 3 килограмма, полтора сюда, полтора на вторую помещается. И я их успешно сушу. Так что вот эти небольшие приспособления для домашнего катки бойлов. Ну что, начинаем готовить тесто. Ну, в принципе, как? Тесто нормальное. Сейчас посмотрим, как оно себя будет вести на доске. Я вот такие под мясорубку делаю большие толстые колбаски, чтобы они залазили. Ну, вот так колбаску отрезаю и на доске раскатываю. Дело в том, что каждый раз свойства теста всех разные, и диаметр нужно подбирать под каждую доску. Поэтому я сейчас делаю пробную раскатку. Ну что, друзья, идеально. Консистенция теста, диаметр, все отлично. Значит, все получилось. А раз первый раз раскатал, все получилось, значит, мы, в принципе, можем смело наделать таких колбасок и начать выдавливать тесто. Тесто, да, оно здесь получилось немного мягковатое, но это пылики. Если сделать крутое тесто, просто мясорубка не выдавит. Поэтому пыли не все любят катать из-за их ложного вот это состояния теста, что оно должно быть обязательно там жестким. И вот так подготавливаю колбаски. Делаю такие колбаски для загрузки мясорубок, вот таких. И их загружаю вот такими уже. И вот так. Есть. Ну и вот так, в принципе, не спеша
накатываю колбасы, чтобы у меня здесь они были в заготовке. У меня нет пневмошприца, стоит он что-то червонец, поэтому слишком от 10 до 15 тысяч продают. Еще давление подавать покупательное. Поэтому нету на это денег, поэтому я использую электромясорубку, она очень хорошо выдавливает. Ну что, теперь катаем. В принципе, длина колбаски, так я говорил, что она у меня регламентирована. Я на середину отложил доски. И раскатываем. Те, что не получились, я их в тесто. Вот по бокам всегда не получаются. Остальные все нормально. Единственное, да, они могут быть не идеальные, так как, в принципе, когда валами их катают, они более идеальной формы получаются. Ну вот, хорошие, но вроде бы чуть-чуть в середине там не скатаны. То есть кобры их не закинешь, но с помбом не вопрос. Заспомбишь куда надо. И вот выкладываю сразу на сушилку. Прошу критиков сильно не критиковать по причине того, что это дешевый кормовой бойл. А дешевый кормовой бойл делают для себя любители. А любители как раз меньше участвуют в соревнованиях, поэтому для кобр идеальной формы здесь особо и не нужны. Только для кобры нужна идеальная форма. Если делать сразу, вот колбаску здесь срезаешь и сразу ложишь на доску, то в принципе диаметр очень хорошо совпадает и она раскатывается лучше. Ну вот вы видите, идеальная раскатка, все, они круглые, идеальные. Но дело в том, что когда вы берете один раз транспортер, а потом еще кладете сюда, то колбаса потихонечку растягивается. А когда вы сразу берете транспортер и ложите на доску, то в принципе вот идеальные бойлы они и получаются. Так показать вам. Вот. Далее все то же самое. Оп. Так, друзья, это пылики. Пылики я вот именно таким образом катаю и выкладываю вот на эти поддоны. В принципе, я результатом готов. Текстура хорошая, катается нормально, не прилипает ни к чему. И, в принципе, я их также вот в этих же поддонах выложу, они будут сохнуть. Сохнуть, ну, они могут там до месяца, пока там в камень не превратятся в пыль. Сейчас я докатаю, в принципе, второй поддон. Это будет примерно, ну, не больше 3 килограмм. Умещается 24 размера в эти формы. Ну, вот, друзья, скатал бойлы. В принципе, формы бойлов нормальные получились. Цвет, мне кажется, хороший. Запах, передроп. Вот второй поддон. Ну, где-то 2,5-3 килограмма я накатал за раз. Я в этот же день буду делать и варенку. Бойлы вареные я хочу сделать 18-е. Поэтому эту доску я сниму. Почему 18-е? Но все-таки это варенка. Поэтому я хочу варенку помельче сделать было. Сразу тут же переставляю на ту же самую доску, а эту доску в мойку. Все, эта доска готова. На нее только ручки ставим. Все. И поменяю, естественно, вот здесь кончик. Итак, друзья, после того, как я откатал пылики 24, я поменял доску на 18 и буду сейчас делать варенку. Для этого я, в принципе, немного поменял оборудование. У меня на столе появилась пароварка. Да, я не варю бойлы именно в жидкости, я делаю их в пароварке. У меня есть пароварка, она программируется. 18 и 20 бойлы я ставлю на 15 минут, и она варит 15 минут на порог. И, в принципе, я их снимаю. И в ящик я их кладу, они там отстаиваются, потом я их уже на поддон, и они сушатся. Почему я на пароварке? Потому что считаю, что все-таки в кипятке больше варивается полезных ингредиентов в бойле. И поэтому пароварка, она более щадящая. В принципе, принцип катки тоже. Я вот достал тесто. Оно мне очень нравится. Такое немного даже суховатое. Но сейчас я посмотрю, как оно будет пролазить через мясорубку на малой скорости и как будет делаться. Носик я сейчас, естественно, поменяю под эту доску. Как обычно делаю колбаски. Перчатки у меня уже рвутся. В принципе, большинство перчаток, они одноразовые. Я их периодически подкупаю. Есть и твердые, и разные. Но суть всегда одна и та же, они рвутся. Ну, колбаска хорошо вылезла. Сейчас посмотрим, насколько подходит к этой доске. Ой, ну мне очень нравится. Вот получились очень такие суховатые, сбитые, очень круглые. В принципе, по диаметру доски подходящие бойлы. Включу я пароварку, когда я полностью ее загружу. Когда я уже накатал и загрузил 3 яруса пароварки, я закрываю крышкой
и ставлю на 15 минут. Все, она сама бурлит, все это делается, отрабатывается. И потом я буду ссыпать вот этот ящик. Все, варятся сами. Я дальше катать буду бойлы. Тесто более плотное получилось, но это связано, наверное, с тем, что все-таки яйца основные ингредиенты жидкие. Перчатки у меня уже немного порвались, но я не буду много одевать. В этих докатаю да выкину. Смотрите, какие идеальные, все, получаются круглые. Ну вот 15 минут прошло, пока я подготавливал эти бойлы, вот пароварка доварилась. Я снимаю крышку, чтобы пар вышел, все-таки не обжигаться. И у меня здесь есть ящик. Вот смотрите, картонка внизу. Для чего картонка? Ну, все-таки, когда пароварка, там какой-то жидкость все-таки остается на бойлах, чтобы она сюда впитывалась. Вот, и в принципе сюда перекидываем сваренные бойлы. Вот. Смотрите, получились вот. Они еще мягковаты, потому что должно все-таки время пройти. И сейчас они постоят и станут твердыми. Потому что все-таки от пара еще отойти им нужно. И сразу же я сюда складываю и закладываю следующую партию. Только надо укладывать в пароварке их чуть-чуть, чтобы они расстояние между ними было, между бойлами. Почему? Потому что они когда варятся, все-таки тесто оно расширяется, увеличивается. Потом оно высыхает и опять меньше становится. Того диаметра, который мы в принципе искатали, они становятся точно такие же. Так, все. Вот накатали опять на 15 минут. Ставлю, все. Вот. Все. Она варится. Пока 15 минут пройдет, я половину или даже всю часть, наверное, скатаю, у меня уже будет подготовлено все. Так что вот такие небольшие технологические моменты в катке бойлов. Итак, друзья, вот я накатал бойлов. Сейчас они горячие очень и увеличились в размерах. И, в принципе, сейчас увеличатся размеры, теплые. Потом, когда они будут подсыхать, они чуть-чуть уменьшатся и примут свою естественную форму 18-х бойлов. Вот. И это, в принципе, вот пол ящика получилось. Когда высохнут бойлы, они примерно будут весить до где-то около 3 килограмм, добиваясь того, чтобы с одного раза скатать около 3-3,5 килограмм пыликов в один день и 3-3,5 килограмм варенки. Одного и того же запаха пирдроп, но разные получается консистенции. Пылики у меня сушиться будут в комнате, и, естественно, варенка тоже будет сушиться она в комнатной температуре. Есть еще сушка специальная. Мне сейчас она не требуется, так у меня нет массового производства было, я их много не катаю, поэтому они успевают высохнуть и в естественных условиях. Если не буду успевать, то я посушу это бойлы, но это уже будет следующее видео. По времени у меня заняло с 10 до 2 часов 4 часа. Я одновременно делаю один вкус, где-то 3-3,5 килограмма, в принципе, одного вкуса, и мне этого вкуса хватает. Дальше я сделаю следующий вкус. Всем, кому понравилось видео, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Пожалуйста, напишите под видео ваши рецепты бойлов. Я за обмен опытов, я категорически против какой-то непонятной глупой критики. Не так сделал, не то добавил. Все должно быть аргументировано. Поэтому, пожалуйста, напишите свои рецепты бойлов. Спасибо всем, кто посмотрел. Всем ни хвоста, ни чешуи.